Чем ближе мы подходим к концу 2023 года, тем чаще мы задаемся вопросом, а что же нас ждет дальше. По большей части этот вопрос касается не криптовалюты, а мировой экономики, от которого она напрямую зависит. Сейчас все больше авторитетных экономистов уже начинают подводить итоги, а также составляют прогнозы на новый 2024 год. И буквально на этой неделе всеми известный журнал The Economist опубликовал новый выпуск будущего мира 2024 с большим количеством секретных подсказок на обложке, где изображены выборы 2024 года, падение мировых валют, развитие искусственного интеллекта, угрозы Трампа и много всего другого. А также на этой неделе произошло важнейшее мировое событие месяца, потому что Джо Байден и Си Цзиньпин, лидеры стран, которые контролируют более 70% мировой экономики, провели длительные переговоры и уже заключили очень важное соглашение по Тайваню и по усилению торговли, что является очень положительным фактором для США и Китая. Ну и конечно же невозможно пройти мимо доллара, который всего за неделю упал более чем на 2%, что привело к падению доходности облигаций и новому притоку ликвидности на рынке рискованных активов, таких как акции, а также криптовалюта. И да, друзья, сегодня мы для вас подготовили видео, в котором разберем очень много экономических новостей, подведем итоги исторической встречи Байдена и Си Цзиньпина, раскроем все тайны, которые скрывает обложка The Economist, а также составим прогноз, как будущие изменения мировой экономики повлияют на биткоин и рынок криптовалюты. Поэтому без каких-либо сомнений обязательно смотрите это видео до конца, а перед просмотром поддержите нас лайком, потому что если вам понравится данный формат экономического видео, мы будем стараться делать такие ролики гораздо чаще, ведь только ваша поддержка влияет на то, какой контент выходит на канале. Так что спасибо вам за лайки, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начать я бы хотел с самого важного, а именно вот этой обложки журнала The Economist, которую опубликовали на этой неделе, но также на следующей неделе опубликуют не менее важные протоколы FOMC, которые покажут дальнейшие планы ФРС, что окажет влияние на индекс доллара и крипту. А если вы желаете узнать дату, когда опубликуют эти протоколы и какие именно монеты покажут активные движения, переходите в наш телеграм-канал, где вас уже ждет данный пост и большое количество важной информации, которую наши подписчики получать самыми первыми. Поэтому подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех событий. А что касается обложки The Economist, то на этой неделе был опубликован новый выпуск будущего мира 2024. И вот эта обложка привлекла внимание инвесторов по всему миру, потому что если взять такой же выпуск только за 2023 год, то обложка предсказала очень много пунктов, как, например, анонс очков смешанной реальности от компании Apple. Но давайте более подробно разберем именно экономические подсказки, которые могут оказать влияние на криптовалюту. Первое, что бросается в глаза, так это данная урна для бюллетеней, ведь 2024 станет годом выборов, потому что в 2024 будет проведено более 70 выборов в различных странах мира, а для Америки данные выборы имеют особое значение, потому что если посмотреть вот в эту часть обложки, то можно увидеть силуэт Дональда Трампа, а как пишет все тот же The Economist, Трамп представляет самую большую опасность для мира в следующем году и возглавит Конгресс вместе с другими республиканцами, или президентом станет Ники Хейли, которая, как предполагается, изображена вот здесь, это может изменить вектор развития США, учитывая неоднозначную политику Трампа. Далее вот здесь можно увидеть изображение искусственного интеллекта, которое бесспорно станет ключевой технологией в 2024 году, точно так же, как и развитие зеленой энергетики и электрокаров. Дополнительно здесь есть график падения мировых валют, а именно доллара, евро, фунта и юаня, которые, скорее всего, падают на фоне напряженной обстановки в мире из-за военных конфликтов в Израиле и в Украине. Но возможно это падение мировых валют будет связано с ростом цифрового золота биткоина, ведь как говорил Ларри Финк, биткоин является надежным убежищем для ваших денег. Также вот здесь можно увидеть Байдена и Си Цзиньпина, которые вероятнее всего символизируют начало второй холодной войны, ведь экономический рост Китая замедляется, напряженность вокруг Тайваня растет, а Америка продолжает ограничивать доступ Китая к передовым технологиям. И как раз таки на днях лидеры этих стран встретились и обсудили большое количество ключевых экономических
экономических вопросов, поэтому давайте их разберем. Но, кстати, если вы увидели еще какие-то мелкие детали на обложке этого журнала, пишите в комментариях. Посмотрим, кто сможет разгадать этот секретный ребус. Касательно отношений между США и Китаем, то сегодня они являются самыми важными и, возможно, самыми напряженными в мире, а недавняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина однозначно стала важнейшим экономическим событием этого месяца. И если не брать в учет разговоры о поставках фентанила, которого сильно не хватает штатам для фармацевтики, обсуждались вопросы Тайваня и торговые отношения между США и Китаем. И в этой ситуации Си Цзиньпин занял слабую позицию, ведь он прекрасно понимает, что Китаю очень важно увеличивать экспорт, ведь 1,5 миллиарда голодных китайцев сами себя не прокормят. В этом Китаю может помочь, конечно же, сильно Америка, которая потенциально может снизить повышенные тарифы на экспорт, поскольку Си Цзиньпин лично попросил Байдена снять санкции, которые ограничивают около 20% экспорта в США. А также Си Цзиньпин заявил, что будут приняты новые положительные меры, которые сделают Китай более привлекательным для компаний. Это, конечно же, оказало положительное влияние на индекс китайских акций, который закрыл лучшую неделю этого месяца. Новый приток ликвидности на фоне положительных договоренностей между Байденом и Си Цзиньпином – это хороший катализатор не только для рынка акций, но и крипты. Ведь дешевый доллар – это один из лучших катализаторов, который стимулирует рост биткоина, как, например, сейчас. И если вы видите, как каждый день крипта растет по несколько процентов вверх, но не знаете, как на это можно заработать, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. С подпиской Pro вы ежедневно будете получать вот такие сделки, как, например, лонг по монете Matic с точкой входа и уровнем фиксации от 50% профита, или как, например, лонг по Atom, на котором все участники заработали от 60% прибыли. Наш формат работы очень простой, особенно за счет подробного обучения на старте и круглосуточной поддержки, что позволит зарабатывать даже новичкам. Ознакомиться со всеми условиями подписки Pro вы можете на нашем официальном сайте, и сейчас наши аналитики следят за этим активным рынком 24/7, чтобы вы заранее получали прибыльные сделки. Поэтому если вы желаете получить свою первую прибыль уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании. Подведя итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина, несмотря на то, что Байден назвал главу Китая диктатором, он еще сказал: «Я считаю, что это были одни из самых продуктивных и конструктивных дискуссий, которые у нас были». А также этот 4-часовой саммит нарушил годовую тишину между Китаем и США, из-за чего шансы на то, что они начнут между собой военные конфликты на территории того же Тайваня, снизились в разы. Ведь, честно говоря, это никому не нужно. Сейчас Байден получил преимущество над Китаем, а Си Цзиньпину приходится сдавать свои позиции, чтобы реабилитировать экономику Китая и вновь поставить ее на рельсы, по которым она мчалась до начала пандемии. Но если взять США, то здесь также есть небольшие успехи, особенно если мы говорим о инфляции. Ведь на этой неделе ИПЦ за октябрь оказался ниже прогнозов, на уровне 3,2%, что на 0,5% ниже, чем в сентябре. Для ФРС этого будет более чем достаточно, чтобы 13 декабря оставить ставку на старом уровне. И шансы на то, что ФРС сделает еще одну паузу в декабре, составляют ровно 100%. Поэтому декабрьское заседание не станет для нас каким-то сюрпризом. Но кроме речи Джерома Пауэлла, разумеется. Ведь мы прекрасно знаем, как он умеет удивлять рынки. После публикации ИПЦ 14 числа очень резко изменилось настроение у индекса доллара, который обвалился более чем на 2% и стер абсолютно все движение, которое началось 1 сентября. А где дешевый доллар, там и рост рискованных активов. И, конечно же, золото. И да, фондовый рынок закрыл очень хорошую зеленую неделю, а цена золота подскочила на 2% вверх. Чего нельзя сказать про цифровое золото биткоин, которое закрывает первую недельную красную свечу после вот такого активного роста. А почему это происходит, я вам рассказывал в этом видео. Сейчас признаки снижения инфляции каждый день будут подпитывать рост рынка рискованных активов, ведь все меньше инвесторов продолжают покупать облигации, потому что их доходность на фоне падения индекса доллара снижается, и это касается всех облигаций, от одномесячных до 30-летних. А если после встречи ФРС в декабре Пауэлл будет намекать на потенциальное снижение процентных ставок, это еще сильнее обвалит доллар, и миллионы долларов ликвидности перейдут в акции и биткоин, потому что запуск ETF в январе следующего года еще никто не отменял. А также давайте посмотрим на общие перспективы мировой экономики на 4-й квартал. В базовом прогнозе Евромонитор International на 4-й квартал 2023 года прогноз мирового ВВП вырос до 2,8%, но поскольку более сильное влияние жестких процентных ставок мы можем получить именно в следующем году, экономические прогнозы снизились, и
теперь составляют 2,7%. Также экономические перспективы Китая ухудшились в прогнозе на четвертый квартал 2023 года. Рост реального ВВП ожидается на уровне 5% в этом году и 4,7% в следующем. Но сами понимаете, что недавняя встреча Байдена и Си Цзиньпина может улучшить эти данные в долгосрочной перспективе. И если взять самое интересное, а именно инфляцию, в прогнозе на четвертый квартал ожидается замедление мировой инфляции до 6,9%, хотя в третьем квартале она была 7%. Снижение инфляции обусловлено прежде всего падением цен на сырьевые товары, особенно на энергоносители и в некоторой степени на продукты питания. Как я говорил ранее, падение инфляции – это путь к снижению индекса доллара и красная дорожка для рискованных активов, таких как биткоин. Поэтому, учитывая хоть и небольшие, но все же положительные факторы в этом суровом экономическом цикле, будущие перспективы остаются положительными, ведь экономика – это как американские горки, поскольку после каждого падения начинается активный подъем. Но все же не забывайте, что сейчас напряженности в геополитике растут. Явные проблемы в экономике также есть, и рост цен на энергоносители может спровоцировать еще одну волну инфляции. Поэтому рекомендую вам внимательно следить за всеми свежими данными в нашем телеграм-канале, на который вам обязательно стоит подписаться. А чтобы не пропускать наши новые интересные видео, жмите на колокольчик и увидимся с вами уже в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!